Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. И рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам отдельный привет и слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки, не устаю каждое видео это говорить. Спасибо вам большое за ваши комментарии, за ваши отзывы. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали. Alize Angora Gold. Вот такой палитры у нас еще не было. Попробуем сегодня, как ниточка выглядит темненькая в узорчике. Итак, цвет сразу же скажу, это цвет 180. Состав ниточек 80% акрил, 20% шерсть. И нам здесь советует производитель, берите крючок от 2 до 4. Кто давно со мной вяжет, знает, что я вяжу данные ниточки крючком номер 3. Меня, в принципе, устраивает, а вы для себя подбираете, да, и для своей пряжи. Узорчики можно вязать из любой пряжи, не из такой, какой я показываю, а из любой, какая у вас есть, какой вы хотите. То есть я показываю принцип узорчика. Итак, здесь получается у нас в 100 граммах 550 метров. Ниточка не сильно пушистая, да, но есть вот такие вот небольшие волосинки, которые могут, в принципе, цепляться. Поэтому сильно тонкий крючок пока, новички, не берите. Угу. Схемку к узорчику я прилагаю. Схемка ходит в интернете в общем доступе, поэтому вяжите с удовольствием. Итак, смотрите, по схемке получается у нас раппорт узорчика 10 петелек. Давайте наберем с вами, ниточка тоненькая, крючок тоненький. Давайте наберем с вами 40 петелек, еще плюс одну кромочную, чтобы узорчик красиво закончился. Итого получается 41 воздушная петелька. Ну что, свяжем? Итак, все как всегда. Мы вначале делаем петельку фиксации. Ее при наборе петелек мы не считаем. А теперь 41 воздушная петелька. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот наш будущий образец. Вы видите по узорчику, да, что очень много воздушных петелек нам придется пропустить. И поэтому мастера, опытные мастерицы, начинайте вязать по схемке по узорчику, а мы с новичками сделаем вспомогательный ряд столбиками с накидом. Договорились? Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Накид. В следующую петельку нырнули и опять вытянули ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки и так далее. Мы должны будем пройтись по всей цепочке, заглянув в каждую петельку. В моем случае, если я набирала 41 воздушную петельку, у меня должно получиться 41 столбик с накидом. А вы смотрите, сколько вы набирали, да, сколько петелек. Сами себя контролируйте, столько у вас должно получиться из столбиков. Не забывайте, что вот эти 3 петельки подъема, которые мы набирали, да, самые первые, это тоже имитация столбика с накидом. Итак, я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков, провязываю до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Итак, смотрите, вот наша вспомогательная дорожка готова. Теперь можно спокойно приступать к вязанию нашего узорчика. Итак, делаем одну воздушную петельку подъема, поворот, и сюда же мы провязываем столбик без накида. 1. Далее в следующую верхушку следующего столбика столбик без накида 2. И в 3-й столбик столбик без накида 3. Итого у нас получилось 3 столбика без накида. Далее 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. А в наших столбиках, да, пропускаем 2, получается, петельки. 1, 2, 2 верхушки. И в 3-ю верхушку, смотрите, делаем 2 накида, ныряем в 3-ю верхушку, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с 2 накидами. Ничего сложного, по 2 петельки также возвращаетесь. Вот. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Далее пропускаем в столбиках опять 2 столбика. 1, 2. И с 3-го столбика начинаем провязывать столбики без накида.
столбик без накида 1, следующий столбик, столбик без накида 2, следующий столбик без накида 3, следующий столбик без накида 4 и следующий столбик без накида 5. Угу. То есть вот из этих 5 столбиков, вот здесь, помните, в самом начале 3 мы провязали, половинку. Вот. То есть дальше идет только повторение. Опять делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Пропускаем 2 столбика, в третий провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Опять пропускаем 2 столбика. 1, 2. И с третьего начинаем провязывать столбики без накида в количестве 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5. Все. И вот так вот вы идете, шагаете, да, до конца ряда. То есть 5 столбиков сделали. Дальше у вас идет такая большая арочка вверх, потом вниз, да. Столбик с 2 накидами. 5 столбиков вверх, вниз. 5 столбиков вверх, вниз. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, несложно. Так, смотрите. Вот мы такую красоту провязали. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали. У нас было 3 столбика без накида. И здесь точно так же. Видите, 2 я уже провязала. 1, 2. Вот в 3 петельки подъема, да, в третью петельку ныряем и провязываем третий столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее опять воздушная петелька, поворот. Сюда же опять ныряем в этот же столбик и провязываем столбик без накида. Есть. Далее во второй столбик ныряем, провязываем столбик без накида, а третий столбик не трогаем. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И далее смотрите внимательно. Получается, мы с вами, вот наш получается столбик с 2 накидами. Мы ныряем перед столбиком, провязываем столбик без накида. 1. Мы ныряем в верхушку этого столбика и провязываем столбик без накида. 2. И в арочку за столбиком ныряем столбик без накида 3. Итого у нас получилось 3 столбика без накида. Перед большим столбиком с 2 накидами, в сам столбик и за столбиком. Понятно, да? 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И здесь получается у нас было 5 столбиков без накида. Первый и последний мы не провязываем. То есть со второго начинаем. Столбик без накида во второй. В третий столбик без накида. И в четвертый столбик без накида. Понятно? У нас как бы сформируется такая вот пирамидка. Она начинает так сужаться кверху. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Далее вот в арочку ныряем перед столбиком, провязываем столбик без накида. В сам столбик провязываем столбик без накида. И за столбик в следующую арочку столбик без накида. Понятно? 4 воздушные петельки. И там, где наши 5 столбиков без накида, первый и последний мы не провязываем. Начинаем со второго. Столбик без накида 1, столбик без накида 2, столбик без накида 3. Все. И у вас получается вот начинает вырисовываться вот такая вот картина, как бы по 2, да, вот такие вот арочки с каждой стороны от столбика. 2, тут у нас пирамидка сужается, да. Тут опять у нас получается 2 вот такие вот полосочки справа и слева от столбика. Тут опять у нас пирамидка сужается и так далее до конца ряда. Угу. Давайте, несложно, у вас получится. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот у нас такая красота получается. Закончила я ряд 2 столбиками. То есть я первый столбик не провязала, да, из 3. Начала со второго, второй и третий провязала. Идем дальше. Теперь нам необходимо с вами будет как бы приготовить наш ряд к столбику с 2 накидами. Поэтому мы делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Поворот. И по схемке, да, нам здесь как бы предлагают. Давайте еще раз сюда же провяжите столбик с 2 накидами. Ну, давайте вот так вот, если нам будет удобно, провяжем столбик с 2 накидами. Все. Далее что мы делаем? 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И перепрыгиваем, получается, вот к нашей арочке, да, вот наша арочка и наши столбики. Здесь у нас было 3 столбика, поэтому мы в арочку ныряем, провязываем вначале в арочку столбик без накида, 1, затем столбик в столбик, 2, столбик в столбик, 3, столбик в столбик, 4,
И пятый столбик провязываем опять в арочку. И у нас с вами здесь получается как бы вот такой вот паучочек с туловищем, да? То есть туловище 3 столбика, а потом 5 столбиков без накида. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Вот здесь у нас 3 столбика без накида было. Раз, два, три. Мы в самый центральный, да, ныряем, делаем 2 накида, нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик с 2 накидами. То есть, если вы внимательно приглядитесь, вы поймете, что мы повторяем самый первый ряд. Просто небольшое смещение идет. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И опять смотрите, вот наши 3 столбика. Получается, перед 3 столбиками мы провязываем в арочку 1 столбик с накидом. Далее наши 3 столбика провязываем как столбики с без накида. Раз, два, 3. И в следующую арочку опять столбик без накида. Все, вот наши 5 столбиков без накида. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. 2 накида. И в центральный столбик из 3 ныряем и провязываем столбик с 2 накидами. И так далее до конца ряда. Понятно? Вот. У вас должно получиться вот так вот. Видите? Тут у нас половинка, да, нашей как бы арочки. Тут у нас арочка вверх, арочка вниз. Тут 5 столбиков, арочка вверх, дальше арочка вниз, 5 столбиков и так далее до конца ряда. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда, и в конце ряда у нас столбик с 2 накидами. Точно так же, как мы начинали, да? Далее что мы делаем? Воздушная петелька, поворот, сюда же столбик без накида. Так. И теперь смотрите внимательно. Мы будем повторять с вами вот второй ряд, который мы провязывали, да, вот именно с этими нашими арочками. Получается, мы ныряем вот в эту арочку и провязываем столбик без накида. Есть. 4 воздушные петельки. Раз, два, 3. Далее, вот наши 5 столбиков. Первый и последний мы не провязываем. Начинаем со второго. Раз столбик с накидом. 2 столбик с накидом. И 3 столбик с накидом. Есть. Далее 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. Смотрите, здесь получается, помните, у нас где заканчивался столбик, следующий ряд у нас мы провязывали столбики перед, да, нашим большим столбиком, сам столбик и после столбика. Итак, делаем столбик без накида 1, столбик без накида 2, столбик без накида 3. То есть где-то, да, заканчивается, получается, наша пирамидка из столбиков, где-то, наоборот, она начинается. Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. И опять переключаемся на наши 5 столбиков. Первый и пятый не провязываем. Начинаем со второго. Столбик без накида 1, столбик без накида 2 и столбик без накида 3. Понятно? Все. И вот так вот шагайте опять же до конца ряда. Получается, там, где арочка, провязывайте арочку. Там, где 5 столбиков, делайте 3. Там, где ни одного столбика, делайте 3. Да? Опять же, арочка, арочка. 3 столбика, 3 столбика. Угу. 3 столбика, 3 столбика. Несложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, наша вот эта сеточка такая растет, да, с нашими паучками. Что мы делаем дальше? Закончила я ряд, получается, столбиком без накида в арочку и в столбик с 2 накидами тоже столбик без накида. Далее воздушная петелька, поворот, сюда же столбик без накида. Далее, смотрите, получается, в следующий столбик мы провязываем точно так же столбик без накида и затем в арочку столбик без накида. Понятно? Увеличиваем наши столбики. Далее опять 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. Там, где закончился наша пирамидка, получается, да, из наших столбиков 3, 5, потом 5, 3. Делаем столбик с 2 накидами в средний столбик. Угу. То есть дальше идет уже повторение. 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. И переключаемся, получается, вот на нашу пирамидку, которая только начинает расти. После 3 столбиков у нас идут 5 столбиков, верно? Поэтому вначале в арочку столбик без накида. Столбик. Наши 3 столбика провязываем столбиками без накида. Раз, два, 3. И опять следующую арочку делаем 5 столбик. Понятно, да? 4 воздушные петельки. И здесь у нас наоборот закончилась наша как бы ромбик, да, назовем его. 3 столбика, 5 столбиков, 3 столбика. Значит, здесь мы делаем столбик с 2 накидами. Все, ничего сложного. Угу. Все, давайте до конца ряда.
в конце ряда я вас еще раз встречу. Видите? То есть у нас получается будет вот точно такая же, как бы сейчас вот арочка. Вот мы будем делать ее здесь. Угу. Давайте. В конце ряда встречаю. Так, смотрите. И получается ряд я заканчиваю, да, точно так же, как и начинала. То есть у меня здесь 3 столбика, и здесь у меня получается 3 столбика. Принцип вы поняли узорчика? Дальше будет только повторяться. То есть, опять же, вы делаете ромбик, он растет, сужается. Над ромбиком столбик с 2 накидами. Растет, сужается. Над ромбиком столбик с 2 накидами. Все, ничего сложного. Дальше будет только повторение. Давайте мы увеличим наш образец несколько рядочков и встречаемся через несколько рядочков, посмотрим, какая красота. Угу. А будет очень красиво. Тем более на контрасте темный цвет с белым. Красота будет. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот двусторонняя красота получается. Любая сторона, которая вам нравится, вы можете ее брать за лицевую. Видите, какая разновидность сеточки, да? Сеточка, но немножечко с таким сюрпризиком. Паучки или это, арочки или это, называйте в комментариях. Возможно, кто-то уже вязал данным узорчиком. Пишите, рассказывайте, нам интересно, какими ниточками, какое изделие. Смотрите, за счет воздушных петелек, да, вот смотрите, как тянется, очень интересный узорчик. Узорчик несложный. И смотрите, когда вы провязываете, да, то у вас получается здесь волна, да, получается, ну, потому что столбик с 2 накидами, а здесь столбики без накида. Надо необходимо выровнять край. Как я его выравнивала? Смотрите, там, где волна, да, я здесь провязывала 3 столбика без накида. Там, где спуск, видите, столбики без накида, я здесь делала 3 столбика с накидом. Автоматически край выравнивается. Опять 2 воздушные петельки. Почему 2? Потому что мы здесь с вами тоже пропускали 2 столбика. 2 воздушные петельки, опять 3 столбика без накида, потому что это верхушка. А там, где низинка, будут 3 столбика с накидом. Понятно? Все, краешек выровнялся. Обратно пошла одними столбиками с накидом. И там, где столбики, провязываю столбики. Там, где воздушные петельки, провязываю столбики в количестве 2 штук. То есть 2 петельки, значит 2 столбика. 3 столбика, 3 столбика. 2 петельки, 2 столбика. 3 столбика, 3 столбика. Все, вообще не сложно, шикарно, интересно. Палантин, кардиган, кофточка. Летняя ли, да? Возможно, это пряжа будет потолще, это может быть и шарфик, и снудик, да? Это может быть жилеточка. Почему бы нет? Угу. Пишите в комментариях, буду ждать ваших отзывов, что можно связать данным узорчиком. А кто уже вязал, пишите, что вязали, нам интересно. Давайте замерим. Если мы набирали 41 воздушную петельку, я набирала, это же плотность вязания, этот же крючок, это же пряжа, то это у нас получается вот 23 сантиметра. А тут получается у нас на столбик и ромбик уходит 4 ряда, да? 4, следующий 8, следующий 12, следующий 16. Далее выравниваем край 17, заканчиваем 18 и 19. Гляньте, сколько много рядов. Вяжется вообще быстро, легко. Итак, это у нас получается 14 сантиметров. Вот такая вот красота. Смотрите. Несложная, несложная. Разнообразная. Вашу копилочку узорчиков, конечно, обязательно. Должны быть такие вот узорчики воздушные, легкие, нежные. Цветовая палитра любая. Пряжа может быть любая. Естественно, у вас все получится. Угу. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, потому что впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки на канале. А также под видео внизу справа стрелочка «Поделиться». Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Заранее спасибо большое. И нажимайте на плюсик. Так вы сохраните видео у себя в плейлистах. И можете потом посмотреть в любое удобное для вас время. Посмотреть, пересмотреть и так далее. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.